Привет, девочки и мальчики! Меня зовут Сибил. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу показать, как я превратила свою старую пляжную шляпу вот в такой красивый, стильный аксессуар, который хочется носить и который радует глаз. Моя шляпка выцвела на солнце, покрылась пылью и пятнами, поэтому первым делом я очищу всю поверхность и обновлю цвет. Сперва мне понадобится кусочек чистой хлопчатобумажной ткани и спирт. Наношу спирт на ткань с помощью спрея. Очищаю. Так как моя шляпа сделана из бумаги, то ее легко покрасить. Для этого мне нужна акриловая краска и плоская синтетическая кисть. Я хочу только обновить цвет, поэтому покрываю шляпу тонким слоем краски. Для этого в палитре смешиваю краску с небольшим количеством воды. Можно использовать спрей с водой, чтобы предварительно смочить поверхность, и краска будет проникать в структуру шляпы быстрее. Краска не всегда ложится равномерно. Иногда остаются пятна в том месте, где краски легло больше. Поэтому после высыхания необходимо пройтись вторым слоем, чтобы быть уверенным, что поверхность прокрасилась равномерно. После полного высыхания проверяю качество работы. Все выглядит отлично. Цвет стал насыщенным, шляпа выглядит как новая. Следующим этапом меняю резинку. Вот этот вариант производителя мне совсем не подходит, поэтому его убираю. Мне понадобится 2 метра черного эластичного кружева. Отмеряю по метру для каждой стороны. Складываю один конец кружева в 2 раза и закалываю булавками. Пришиваю все вручную иголкой с ниткой. Далее я буду делать венок. Мне понадобятся искусственные цветы. У меня есть вот такие очаровательные розы кремово-белых и пастельно-розовых цветов. Также разная пластиковая зелень в дополнение. Проволока 2 видов: толстая алюминиевая и тонкая стальная. Атласная черная лента шириной полсантиметра. Прозрачный универсальный клей. И плоскогубцы-кусачки. Перед тем, как делать венок, я хорошо отпарила букеты, чтобы листочки и лепестки распрямились и раскрылись. Кусачками укорачиваю цветы, чтобы легче было вплетать в венок.
Очищаю от клея и отрезаю лишнее. Делаю металлическую проволочную основу. Я беру толстую алюминиевую проволоку. Чтобы определиться с размером, я обматываю проволоку вокруг тульи. Так как проволока мягкая, делаю двойное кольцо. Окружность тульи моей шляпы 38,5 сантиметров. И на основу в целом мне понадобится 77 сантиметров проволоки. Отрезаю и закрепляю концы тонкой проволокой. Дальше в основу вплетаю цветы. Сначала беру цветы поменьше. Прикладываю основание цветка к проволочной основе и оплетаю тонкой стальной проволокой. Потом вплетаю цветы побольше и так по нарастающей. Чем ближе к центру, тем крупнее бутоны, а от центра уже по убывающей. По краям вплетаю веточки. Чтобы спрятать проволочную основу, обматываю ее атласной лентой. У меня был остаток 6 метров, но мне этого не хватило, поэтому рекомендую взять 10 метров. С обратной стороны подклеиваю клеем. Готово! Надеваю венок на шляпу, и можно выходить на прогулку, пикник или на пляж. Никакое солнце мне теперь не страшно. Если ты тоже ненавидишь солнце, как и я, шучу. Если ты тоже любишь переделывать старые вещи, и если это видео оказалось полезным для тебя, ставь лайк, сохраняй это видео к себе в плейлист и подписывайся на канал. Пока-пока.